Начинаю работу красными нитками. Делаю колечко. 4 воздушные петли. 4 воздушные петли — это как один столбик с двумя накидами. В это кольцо надо провязать 18 столбиков с двумя накидами. Провязала. Колечко аккуратно затянула, чтобы не было дырочки. Делаю соединительную петлю, четвертую воздушную петлю начальной цепочки. Потом еще раз делаю соединительную петлю между двумя столбиками, но уже оранжевой нитью. 3 воздушные петли для следующего ряда. Следующий ряд буду вязать оранжевой нитью. Нить обрезаю, закрепляю и прячу. Делаю накид и между столбиками нижнего ряда вытягиваю нить. Потом опять накид и опять вытягиваю нить. Еще накид и вытягиваю петлю на крючке 7 петелек. Провязываю их вместе. Одной воздушной петлей закрепляю пышный столбик. Следующий пышный столбик вяжу промежутки между столбиками с двумя накидами. Делаю накид, вытягиваю петлю. Опять накид, опять вытягиваю петлю. Накид и опять вытягиваю петлю. Всего 3 накида. На крючке 6 новых петель и 1 первоначальная. Провязываю их вместе. Воздушной петлей закрепляю. Продолжаю дальше вязать пышные столбики, как вязала второй столбик. 3 накида в промежуток. 3 раза вытягиваю петлю с промежутка нижнего ряда и все 7 петель на крючке провязываю вместе. Таких столбиков мне надо в ряду также 18. Соединительную петлю делаю в верхушке пышного столбика оранжевой нитью, а следующую соединительную петлю желтой нитью под арку. Следующий ряд буду вязать желтой нитью. Три воздушные петли соответствуют одному столбику с накидом. Потом под эту арку один незаконченный столбик с накидом. Потом второй незаконченный столбик с накидом.
На крючке у меня 3 петли. Провязываю их вместе. 2 воздушные петли для перехода к следующим столбикам. Под следующую арку вяжу уже 3 незаконченных столбиков с накидом. На крючке 4 петли. Провязываю их вместе. 2 воздушные петли. Под следующую арочку также вяжу 3 незаконченных столбиков с накидом. Четыре петли, которые остались на крючке, вяжу вместе. 2 воздушные петли. Таким образом, вяжу весь круговой ряд до соединительной петли. Всего должно быть таких тройных столбиков тоже 18 штук. Делаю соединительную петлю в первый столбик ниткой желтого цвета. Следующую соединительную петлю делаю под арку, но уже ниткой зеленого цвета, так как следующий ряд будет зеленый. 3 зеленые воздушные петли. Под эту же арочку 3 столбика с одним накидом. Под следующую арку 3 столбика с накидом. Между группами столбиков воздушные петли не провязываю. Под арку опять 3 столбика с накидом. В следующую арку вяжу 5 столбиков с накидом. Потом опять в 2 арки по 3 столбика. Таким образом, чередую один раз 5 столбиков с накидом под арку, 2 раза по 3 столбика с накидом под арочки предыдущего ряда. В конце ряда провязываю еще один столбик с накидом в первую арку в ряду. Потом делаю 2 соединительных петли. Первую, третью петельку начальной цепочки из 3 петель. В следующую петлю делаю соединительный столбик, но бирюзовой нитью. 2 воздушные петли на следующий ряд. 2 воздушные петли это столбик без накида. В эту же петельку вяжу один столбик без накида. Далее продолжаю вязать столбики без накида в каждую петельку. Провязать надо 10 столбиков без накида.
Довязала до группы из 5 столбиков с накидом. Третий столбик с накидом вяжу 3 столбика без накида. Далее после 3 столбиков без накида в одну петлю вяжу 10 столбиков без накида. Довязала до группы из 5 столбиков с накидом. Третий нижний столбик с накидом также вяжу 3 столбика без накида. И так далее по кругу мотива, пока не дойду до конца ряда. 10 столбиков без накида, потом 3 столбика без накида в одну петлю. Довязала до начала ряда. Петельку, откуда начинала ряд, вяжу еще один столбик без накида. Соединительная петля черной нитью во вторую петлю начальной цепочки. Для соединительной петли я беру крючок тоньше, а то тройкой и не протяну. 2 воздушные петли. Один столбик без накида в эту петлю, откуда вязала 2 воздушные петли. Дальше вяжу 12 столбиков без накида. Центральную петельку группы из 3 столбиков без накида вяжу 3 столбика без накида. После 3 столбиков в одну петлю между группами из 3 столбиков надо провязывать 12 столбиков без накида, а не 10, как в предыдущем ряду. Этим отличается 6-й ряд от 5-го. Таким образом формирую уголок мотива. В конце провязываю еще один столбик без накида, ту петлю, откуда вязала 2 воздушные петли, и столбик без накида в начале ряда. Соединительная петля темно-зеленого цвета во вторую воздушную петлю.
Седьмой ряд вяжу темно-зеленым цветом. Вяжу его, как вязала шестой ряд. В седьмом ряду интервал между центральными петлями, куда провязываю по 3 столбика без накида, будет 14 столбиков без накида. Восьмой ряд. Интервал между центральными петлями 16 столбиков без накида. Также вяжу столбиками без накида, но прибавлять петли по углам не буду. Не провязываю в каждом углу центральную петлю по 3 столбика без накида. 2 ряда одинаковым цветом. Связала мотив, спрятала кончики ниток в теле вязания. С таких мотивов буду вязать домашние тапочки. Как я их буду вязать, буду снимать в следующее видео. Схема мотива в последнем кадре видео. Также я ее опубликую в своем телеграм-канале. Ссылка на канал в описании к этому видео.